Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очередной наш проект, и это очередной Ford Raptor. Тяжело уже сейчас говорить очередной, потому что, как мы говорили, что тренд сейчас это TRX, которых сейчас огромное количество у нас в работе, и их стало гораздо больше, чем рапторов, но по-прежнему у нас достаточно много и рапторов. Это вот один БУ проект, и у нас еще впереди 4 больших проекта, которые по новым машинам, которые мы вам тоже в скорости покажем. Вот, ну давайте вернемся к этому. Эту машину мы покупали БУ для нашего клиента. Он обратился к нам, сначала обсуждали по тюнингу, сначала вообще планировали работать по Такоме, но потом он все-таки решил взять Raptor. Это 2018 год, Ford Raptor в максимальной комплектации. Здесь нету только, этого тогда был еще оранжевый цвет сидений, но клиент и не хотел его. А все остальное здесь присутствует. И карбон пакет, и 802 пакет, и технологи пакет, и ступенька в кузов. В общем, это практически максимум. Вот, 26 миль на нем. Абсолютно чистая машина. Купили мы ее за 58 500. Да, мы ее купили у дилера. Сейчас такая машина на аукционе стоит на 9 тысяч дороже. Вот смотришь ММР, ровно на 9 тысяч дороже. То есть, да, она у нас постояла, мы ее купили, если я не ошибаюсь, в октябре. Были, конечно, у нас большие проекты, мы просто не могли, ну, во-первых, ждали. Сейчас с этой пандемией очень долгое время занимает поставка, сборка всех аксессуаров воедино, потому что очень везде их не хватает и постоянно чего-то долго ждешь. Поэтому, когда собрать это все в кучу, заняло время. Потом у нас как бы большие тоже проекты стояли, первые по очереди, и мы не могли эту машину поставить. Клиент, конечно, переживал, но отнесся с пониманием и сейчас, надеюсь, не жалеет. Вот, и наконец-то мы его доделали, машина готова, и мы хотим вам ее сегодня показать, весь наш проект. Вот, но возвращаясь к цене и к этой ситуации, хочется пару слов отвлечься и сказать, что происходит. Raptor не выпускают прошлого года, 2020 года, с августа месяца, да. По новым Raptor мы сейчас не берем заказы, я имею в виду второго поколения, третьего, пожалуйста, предзаказы открыты. Вот, но когда он выйдет, еще пока неизвестно. И вот эта вот нехватка этих машин, машина реально популярная, очень сильно подняла ее цену. Вот, допустим, вчера мы купили 2020 года Raptor с пробегом, если я не ошибаюсь, 5000, в сером магнетик цвете на аукционе за 75 тысяч. То есть это реально выше МСРП. Машине уже год, считайте. Она наездила 5000, и мы ее купили за 75, то есть выше МСРП. Понимаете, какая ситуация. БУ машина 2018 года, там с маленькими пробегами доходит до тех же 70 тысяч. Вот такая вот картина сейчас. И это не успокоится, пока не выйдет Raptor и не наберется рынок, как бы. Сейчас вот по Рапторам такая картина, и кто хочет такую машину, даже БУ должен быть готов к этим ценам. Вот, ну, мы отвлеклись, а сейчас давайте уже четко пойдем по нашему проекту, мы пройдемся вокруг, покажем вам все аксессуары, что мы установили, что мы сделали с этой машиной. Вот, ну, а вы пишите ваши отзывы, понравилось вам, не понравилось, лайк, дизлайк, подписка, колокольчик. Ну а все вопросы по приобретению нового БУ автомобиля, тюнингу, все контакты в описании. Пожалуйста, пишите, звоните, Viber, WhatsApp, Telegram, все это есть. И мы вам дадим максимально конкурентные условия поставки. Все, давайте начнем.
Давайте начнем с цвета. Клиент долго тоже определялся по цвету. Он вроде черный хотел. Потом говорит, вот есть такой серый, но такой необычный серый. Мы ему сначала предлагали, там в 2017 году первые рапторы шли еще с цветом Avalanche. Он такой средний между серым и белым. Предложили ему не очень понравилось. Потом Leadfoot. А этот цвет тоже очень смотрится в зависимости от под каким углом свет падает. Вот, есть магнетик, который уже у нас очень много был. Он такой более перламутровый. А этот такой получается в принципе флэт, но классно смотрится. Вот он такой оффроуд цвет у него. И клиент у нас такое свое понимание этого всего. Все, понравился ему. И начали мы уже согласовывать весь проект. Графику вот он был абсолютно без графики. Кстати, мы вам покажем здесь вот в описании к этому видео, какая была машина до этого. Согласовали с ним графику, тоже все очень строго, без всяких лишних там наклеек. Вот наклейки на капот мы сделали, Ford Performance сюда, наклейки Raptor на двери и наклейки на борта. Получилось красиво, а машина заиграла. Вот. Ну а дальше все пошло, многие вещи как бы стандартные, как вот этот дефлектор очень хорошо сюда вписался. По лебедке. Лебедку мы ставим такую, как всегда. Warn Xenon Platinum, 12 тысяч паундов тяговое усилие, но по крюку тоже мы ушли от красного, а сделали такой более милитари, вот этот новый цвет появился у них, и вот такой цвет зеленый мы ему поставили, тоже классно смотрится. Вокруг лебедки две фары, это желтого цвета, классные противотуманки, они дальше, чем риджиты будут работать, они более мощные, вот, и в то же время в желтом цвете они очень хорошо помогут клиенту именно в туман. Сейчас мы их, кстати, включим. Я уже все включил. Вот и компрессор у нас заработал. Вот, ну вот такой свет у нас. Свет яркий. И в то же время, я говорю, вот он желтый, он очень поможет в тумане. И я думаю, это правильное решение. И они спрятаны за решеткой, классно смотрятся. Пробелы бампера мы поставили Rigid Radiance. Это, вы видите, янтарная подсветка, то есть ночью он будет ехать с ними, все габариты, маркеры и фары будут в одном цвете, очень красиво смотрится. Белый свет от них не такой мощный, но в принципе достаточно, это все равно у вас большая прибавка к свету. Вот эти с 4 диодами, они более широкоугольные, а с одним диодом немножко подальше будет. Ну вот мы ему сделали такую смесь. Вот, так что я думаю, это ему поможет. Ну а наверх мы установили фары нового образца, мы еще такие не ставили. Ну, во-первых, мы поставили желтенькие защиту на них, такие фильтры, а без них все есть. Все. Вот такие Rigid, они больше по размерам, чем те, которые мы ставим в бампер. А это мы выбрали самый мощный, самый дальний свет. И кроме того, они, вы видите, не плоский формат, а такой выпуклый, и они много еще по сторонам света дают и хорошо бьют даль. Лазеры уже клиент не стал брать, а вот эти решил будут самые оптимальные. Они неплохо смотрятся, красиво, вот, и я думаю, что все равно большая прибавка к свету. Ну и, конечно же, у нас самая большая прибавка — это мощная 50-дюймовая адапт-лампа на балке. Это самый мощный свет, что здесь есть. По ней мы поговорим отдельно. Под капотом, ну, здесь, как вы видите, мы перенесли, поставили более мощный интеркулер. Это нам надо было делать по-любому, так как мы ставили лебедку. Сюда мы поставили новый фильтр от компании FE. Вот. Ну и в принципе все. Наращивать кнопок штатных 6 хватило клиенту для размещения всего оборудования дополнительно. Поэтому мы ему дополнительный свич не стали ставить. Единственное, что мы еще поменяли, это поставили новые терминалы на аккумулятор. И самое главное, мы поменяли генератор. Это мы теперь рекомендуем каждому, кто ставит лебедку, потому что
родного генератора, конечно, мощности не хватает. Сюда мы поставили 370 ампер новый генератор, новые провода. И сейчас как бы эта машина готова уже к таким нагрузкам. Есть. По низу мы сделали полностью защиту от переда до бака топливного, полностью алюминиевый. Перед это Ford Performance, сзади немножко другая. Здесь мы поменяли диски. Диски клиент захотел вот от компании Icon. Классно смотрится, кстати. Никаких размерностей он не стал менять. То есть вот у нас 35, 12,5, 17 диаметр. Очень интересно, классно смотрится. И вот именно те же BF Goodrich резину мы сохранили. Только поставили новую с белыми надписями. Брызговики. Все, здесь все. Наклейки на дверях. Плоские низкого профиля ветровики. Матовые тоже классно смотрятся в этом сочетании. Алюминиевые буквы на подножке тоже как-то немножко преображают машину, хорошо смотрятся. Вкладыши в арки задние, брызговики. Мы поставили компрессор, мы поставили большой гудок, мы поставили защиту амортизаторов, защиту АБС, защиту передних противотуманок сюда. Но это все стандартные вещи, которые мы делаем всегда. Так, ну, поехали дальше. Вот это рэк-система от компании ADD. Очень красивая вещь. Мы ее уже ставим, по-моему, 3-ю или 4-ю на Рапторы. И всегда она классно смотрится. Клиент сам ее хотел, и мы вот ему ее установили. Было очень много работы по установки сюда адапт, потому что, естественно, они не были готовы к установке такой лампы. Много пришлось резать, варить, снимать, но получилось красиво. И то, что хотел наш клиент, сейчас мы вам продемонстрируем, как она работает. То есть здесь у нас кнопку мы тоже, кстати, поставили более симпатичную, которая вписывается в интерьер, потому что ADD вам дает такой тумблер военный, который как в тракторе. Вот. И вот таким вот тумблером вы опускаете вашу лампу прямо в кузов. Есть. Все. Что это вам дает? Ну, во-первых, вам дает оно ваш, как называемый, ground clearance, высоту машины. У вас какая-то ограниченная высота, въезд в гараж, въезд на паркинг, вы это спокойно опускаете. Во-вторых, вы избегаете лишних аэродинамических нагрузок, шумов и всего остального. Все, и убрали. Только выехали там куда-то на оффроуд, подняли, активировали, включили. Все, она работает. Это большое решение. Сейчас я ее верну назад. Надо, единственный момент, надо держать кнопку всегда нажатой, чтобы она вернулась в свой режим. Есть. Так, сейчас мы продолжим по лампе. Пройдемся по кругу кузова. Сюда мы установили борло-глушитель. Глушитель, причем самый мощный, точнее самый агрессивный. Это борло этак. Самый громкий звук. Мы его тоже продемонстрируем. Сзади мы поставили фарки, и мы их объединили с ближним светом. То есть красный свет работает с габаритами, белый свет при включении задней передачи. Так, по кузову, ну давайте сразу, как у нас всегда, вложения определенные. Клиент попросил 5 комплектов колодок, вот мы ему их купили, передние, задние. Это его оригинальный генератор, мы отдаем назад. Так. 5 комплектов фильтров, 5 комплектов задних колодок и остальные там запчасти. Recovery Kit. Сначала мы хотели купить вар, но там с варным задержкой поставок. И мы купили, раз у человека Ford, значит мы ему купили
Ford Performance. Тут, в принципе, все то же самое. Это стропа для сохранения коры дерева, это буксировочный трос, это блок, это D-образная петля. И вот такая вот, это все кладется в такую сумку. Ford Performance, это тот же варновский Recovery Kit. Здесь у вас фордовские перчатки. И еще вот такая стропа. Вот это все, как бы, я думаю, что клиенту тоже понравится. Не хуже, чем вар. Тем более он владелец Форда. Такие комплекты мы всегда советуем каждому, кто покупает, ставит на машину лебедку, потому что, ну, без них им, в принципе, не обойтись. Коли вы уже потратились на лебедку, потратите там лишние 4 сотни на такой комплект. Крышка. Крышка мы ставим Retrax. Она классно вот работает именно с такими реками. Очень четко становится. Вы видите, как мы это все совместили. Сюда мы проложили еще резинку специальную. И поэтому все уплотнено, никаких щелей. Все изолировано и все очень четко работает. Есть. Дальше. Коврик. Обязательно резиновый, толстый. Здесь мы оборудовали ему такой решетку. Это Muala Panel. Это делает компания Путка. Раньше мы работали с другой, но здесь у нас мы как бы берем различные варианты в зависимости от того, что у нас, какая у нас стоит задача. У Build-Right у них немножко свой специфический подход к креплению этих панелей. Во-первых, они немножко утоплены. И, во-вторых, они поделены на секции. Большая панель ставится в эту секцию, а маленькая как раз туда, где у нас занял короб от нашей крышки. И поэтому она бы не сработала. И мы нашли другое решение, взяли вот эту панель, немножко ее подрезали. Это не совсем то, что работает для Форда, но мы сделали так, что это стало работать и смотрится очень классно. Сюда мы повесили фискарс, лопату, топор, мачете и огнетушитель. То есть щетки, набор для ваших оффроуд вылазок. Конечно, еще можно вниз сделать, но уже как бы и клиент торопится, и мы уже не стали это делать, а в принципе можно было еще по низу пустить эти панели и добавить туда тот же домкрат. Так, здесь у нас присутствует такая ступенечка в кузов. И пойдем дальше. Сюда мы поставили на водительскую сторону ящик, swing case. Мы такие много тоже ставим. Очень полезная вещь. Сюда вы можете сложить различный инструмент. Здесь различные отделения, отсеки. То есть организовать ваш багаж. И вот он таким образом застегивается. Нужно, вы его легко снимаете. Не нужно, вы его можете застегнуть на замок, закрыть на замок. И он четко будет храниться, поможет вам организовать ваш багаж. Дальше, вы видите, здесь у нас стоит антенна. Это первый раз клиент попросил установить радиостанцию. Мы вам покажем, как мы ее установили, как она сделана. И вот такую аккуратную антенну, все очень классно, четко смотрится. Кроме того, мы поставили фары ему дополнительные, которые он может включать сам, активировать тумблером. Это на случай того, если ему надо больше гораздо света сзади. Вот такие фары у него висят, и он всегда их может, когда нужно, активировать. Мы купили 3 таких набора решеток, точнее 6, не решеток, а защиты. Эта защита пойдет на передние противотуманки. Они чаще всего страдают, и по большому счету они должны быть закрыты по городу. Вот такая защита будет стоять на всех 3. Пока мы их оставили здесь. Есть. Ну, а дальше мы вернемся к нашей адапт-лампе. Сюда на каждую из адапт-секций мы тоже купили защитные крышки. Она тоже будет полностью защищена. Вот. Ну, а когда надо, клиент снимет и уже будет пользоваться лампой. Вот такое вот решение. Видите, все. Это мотор, который опускает нашу лампу. Мы, в принципе, все четко сделали, рассчитали. Она не будет ни болтаться, ни проседать. Крепление наше позволяет лампе уйти за подлицо. То есть то, что клиент хотел,
что мы ему помогли реализовать. Пойдемте дальше. Ну, как всегда, мы вывели компрессор, быстросъем. Самый мощный клейновский, который есть для Раптора, мы ставим. Это его шланг уже с готовыми всеми насадками. И здесь у нас дополнительно мы сейчас стали покупать более дорогие, качественные вещи. Это делает компания Milton. Это наша американская компания. Вот такой вот манометр Digital. И вот такой вот пистолет для воздуха. Вот это все, что вам необходимо к вашему компрессору. Ну, естественно, у нас есть тут и гудок, который мы вам сейчас тоже продемонстрируем. И вот вы видите, куда мы установили саму радиостанцию. Вот она стоит, блок, совершенно не мешает. Панелька у него подключаемая, мы вам это тоже все покажем. Вот, так что все, выполнили все пожелания нашего клиента. Так, ну, звук гудка вы уже все знаете. Кнопку нам пришлось вывести в эту сторону. Очень громко, бля. Реально громко. Так, ну а сейчас давайте погазуем. Вот, мы поставили самый, повторюсь, агрессивный тип глушителя. Как всегда, поставили защиту порогов. Мы сделали полную русификацию меню со всеми российскими и европейскими картами. Это уже тоже все у него работает. И сюда мы установили такой сейф. Мы уже, ну, как бы его ставим на многие машины. Очень классно смотрится, четко выполняет функцию. Повторюсь, он привинчен прямо к полу, и достать его очень тяжело. Ну и открыть, в свою очередь, тоже. Вот, очень толстый металл реально, то есть тут надо потрудиться. Ну и объем сейфа, как бы он сохраняет вам половину вашего объема в бардачке. То есть и сюда вы можете сложить и планшет, и пистолет, и еще какие-то вещи. И в то же время остается место в бардачке. Так, ну а сюда мы поставили нашу радиостанцию. Вот вы видите, вот она такая у нее панелька съемная. Когда нужно, вы ее включаете вот таким вот образом. Все, она заработала. Это ваша тангента. Ну и чем удобно, сзади у нас здесь магниты, то есть вы ее закрепили на том же сейфе, и все, она готова к работе. Раз, 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 раз. Вот такая вот станция. Здесь частоты совместимые с частотами российскими, поэтому вы ее можете спокойно использовать у себя дома. Очень удобно. Ну и опять же, когда она вам не нужна, вы спокойно выключаете вашу радиостанцию, оставляете ее здесь, точно на тех же магнитах, и тангента вешается на свой крючочек. Все, и спокойно ставите сюда вот этот органайзер. Все очень четко, очень хорошо. Теперь мы хотим вам продемонстрировать, мы сюда поставили прямо на крышу съемную платформу Rhino-Rack, маркизу тоже от компании Rhino-Rack и саму палатку. Палатки мы сейчас используем Roof Nest, очень классные палатки, и у нас целая серия сейчас будет видео, и практически каждый пикап уже пойдет с этой палаткой, и мы вам все время будем их показывать. Сегодня это конкретно вариант Sparrow. Она более плоская и открывается она прямо вверх, не раскладываясь. Хорошо выглядит, вот смотрите, она такая более низкого контура. Сзади еще там выемка под, вы можете натянуть резинки и сложить какой-то чехол, футляр. В общем, такая аэродинамичная, классно сделана. И вот самое главное, что эта платформа
очень легко снимается. Вот давайте мы сейчас специально ставятся съемные ножки. Вообще это как бы решение любому, кто не хочет городить какие-то рэки на кузове, но у вас есть желание использовать палатку на вашем пикапе. Эта вещь может стать практически на любой пикап. Ram, Ford, GMC, все что угодно. Вот ставятся такие ноги. Конечно же, если вы будете ночевать в этой палатке, я бы еще поставил третью. И тогда распределение нагрузки пойдет вообще хорошо. И вы спокойненько можете уже ставить вашу платформу. На платформу закреплена палатка. И вы легко, то есть приехали, переночевали, вернулись с вашего кемпинга, с вашего похода, с вашей экспедиции. Спокойно отстегнули, сняли, и все, у вас наверху свободная чистая крыша. Мы же это сделали, клиент попросил, он будет это использовать на своем трейлере и установит ее уже туда перманентно. Вот. Но чтобы перевести, тем более это уже машина БУ трехлетняя, можно избежать вообще растаможки вот этой вещи. Вот куплена машина, вот она в такой комплектации, все, это часть автомобиля. И вы красиво завозите такую палаточку с такой платформой. Вот, смотрите, видите, насколько низкопрофильная она. У них есть вообще серия палаток в алюминиевой упаковке, то есть это пластик, а есть алюминий. Они вообще плоские-плоские, то есть если вы боитесь там и у вас ограничения по клиренсу, то вот вы их можете тоже использовать. Внизу очень тоже интересно сделано, по периметру стоит алюминиевая мощная усиленная рамка. Ну, в общем, сделано очень качественно. Сейчас мы вам покажем, как она выглядит внутри. Ну, вот такое вот решение. И вы видите, опять же, лампа у нас ушла вниз, ничего нам не мешает. И спокойно уже эта машина будет сейчас транспортироваться в Россию. Она у нас поедет. Так, ну что, мы вот, как и говорили, здесь установили, это как бы не перманент решение, а такое временно. Это платформу Rhino-Rack, маркизу. Маркиза у нас не самая длинная, она, можно сказать, 3/4 от длины самой большой. 270 она тоже градусов раскрывается, но мы не стали это делать, потому что она будет использоваться на трейлере, как мы говорили, и тогда уже она задействует все свои нужные качества. Сейчас же мы чисто показали, как она работает, ее возможности. Ну а самое главное, это палатка. Данная же палатка, это модель Sparrow XL, это большая палатка. На 2 человека здесь помещается свободно, спокойно. Она раскладывается вверх, как бы нету этих дополнительных книжных разложений. С одной стороны, с этим разложением у вас больше площади, с другой стороны, здесь она более компактная и меньше всяких лишних деталей. Вот. И палатка получилась очень интересная. Сейчас мы вам ее продемонстрируем и покажем. Вот, смотрите, не так давно мы снимали, показывали Джеймс Бараут палатку. Она была точно такого же типа разложения, немножко она была побольше. Вот. Но мне кажется, это мне понравилось по качеству даже больше, если честно. Вот, материалы совсем не хуже. Вот как она построена, как она сделана, мне она очень понравилась. Вообще удобно работать с этой компанией, быстрый шиппинг. Практически всегда есть все в наличии, в отличие от того же SkyCamp, да. Вот, и как бы качество совершенно не хуже. Ну, давайте мы вам сейчас это все продемонстрируем. Так. Тут такая москитная сетка. Так, ну что, первое, матрас, очень удобный, мягкий, классный, и в то же время, смотрите, какое здесь решение. Под матрасом еще находится специальная сетка, вот такая вот, и эта сетка как бы дает нам возможность избежать конденсата, потому что очень часто такое бывает, если матрас будет лежать на плоском полу. Плюс и по потолку, и по полу сделано утепление, то есть он, вы видите, проложен таким нейлоном с войлоком, и она как бы считается утепленная, и вы не лежите на пластике. Большой плюс. Плюс ко всему,
удобна сетка для хранения багажа. Кстати, наверху тоже такая же выемка, и туда вы тоже сможете сложить там чехол, еще что-то. Очень удобно. Много окон, вы можете сделать 2 выхода на любую сторону, какой вам удобнее. Ну, вот эти вот вещи, они уже блокируются таким образом, и все, оно становится четко в открытый формат. Мы не стали их сейчас блокировать, потому что будем складывать. Вот. Много дополнительных аксессуаров. Что у нас здесь? Вот такая у нас сумка брезентовая. Sand Free Mat. Это такой коврик, который вы можете расстелить на песке. Здесь у нас дополнительные амортизаторы, вы видите, вам дают, если сломается ваш. А у нас здесь 4 амортизатора на каждой стойке. Плюс ко всему, что у нас здесь? Это такой футляр вы вешаете на стеночку. И здесь такой же футляр вы вешаете на стеночку. И здесь у нас еще маленький LED фонарик. Вы его крепите, включаете, и он у вас работает, горит. Это все бесплатно совершенно. Мы за это ничего не доплачивали. Ну, теперь давайте, я единственное не разулся, но мы очень аккуратно вот приляжем. Смотрите, я со своим ростом 1,90 м спокойно здесь помещаюсь, и в принципе у меня еще над головой хватает места. То есть здесь для двоих места вполне достаточно. Очень удобная палатка, очень классно сделана. Опять же, вы можете сделать вентиляцию, открыть окошки, все это классно, четко работает. Так что нам очень понравился этот вариант, и он действительно такой добротно сделан, утепленный. Опять же, это все можно отстегнуть, помыть. Случились у вас какие-то повреждения, мало ли, заклеить или прошить, новую вставить. То есть это все, вы видите, съемно. Ну и оно все очень классно обработано, то есть это водонепроницаемый материал. Так, друзья, ну что, сегодня мы вам представили наш очередной проект по Раптору. Это уже та машина, на которой мы, как говорится, набили руку и можем уже очень много, и знаем, что где купить, привезти, поставить. Поэтому впереди нас еще ждут 2 таких апогея максимально наполненных проекта. Но этот как бы тоже получился интересно, то, что хотел наш клиент. Сегодня мы вам это все показали. Надеюсь, вам понравится и вы возьмете для себя нужную вам информацию. Вот, поэтому спасибо за ваше внимание, что вы нас смотрите. Все наши контакты в описании. Пожалуйста, любые вопросы по приобретению нового БУ, любого автомобиля с рынка США, Канады, обращайтесь, и мы вам дадим максимально выгодные условия поставки. Оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на наш видеоканал. Все, спасибо, друзья, до новых показов.